Ну что же, первая половина июня была довольно насыщенной и шумной, в приятном смысле, конечно. Это учитывая игровые презентации, выход Nintendo Switch 2 и парочку впечатляющих крупных релизов. Давайте посмотрим, что нас ждет во второй половине месяца, и пробежимся по самым интересным играм этого периода. Поехали! Начнем с дополнения к Still Wakes the Deep под названием Siren's Rest. Для кого оно? Логично, что для тех, кому понравился оригинал. Если пропустили его в свое время, то это довольно толковая сюжетная хоррор-бродилка от The Chinese Room. У разработчиков свой собственный узнаваемый стиль, всегда густейшая атмосфера и, да, игра жутковатая, напряженная, с вайбами Нечто и Лавкрафта. Графика очень приятная, место действия крайне удачно выбрано, хорошо вписывается в сюжет. Однако нужно понимать, что игра все-таки повествовательный симулятор ходьбы без особого геймплея. Без обид игра — это не всегда недостаток. Лично мне зашло, времени не пожалел, а дополнение развернется спустя десятилетия после событий оригинала и предложит около 2 часов контента. Выходит 18 июня, русские субтитры присутствуют. А дальше пушка просто рематч. Симулятор футбола с ДНК моей любимой Rocket League, в которую наиграно сотни часов. Очень давно у меня не было желания поиграть в спортивную игру, и наконец этот момент настал. 5 на 5 в стандарте, каждый игрок управляет своим футболистом, никакого микроменеджмента, статов, прокачки фолов, офсайдов, чистый скилл, командная игра и веселье. Обманчиво простая, невероятно интересная, но это как лозунг Hearthstone, честное слово. За обманчивой простотой скрывается глубокий геймплей и продуманное командное взаимодействие. В игре реализовано точное управление для дриблинга, ударов и пасов с возможностью переключаться между атакой, защитой и даже ролью вратаря, а также кастомизацией наших футболистов, включая внешность и экипировку. Первые отзывы с бета-тестов очень позитивные и внушающие надежду на отличную игру на годы вперед. Ждем. Возможно, Rocket League настало время подвинуться. Выход 19 июня, русский язык на месте. Двигаемся дальше. Ремастер Райду. Это ремастер игры с PlayStation 2 2006 года из серии Devil Summoner. JRPG от Atlus. Говорит само за себя, кто знаком с их библиотекой, знают примерно чего ожидать. Боевка, правда, в реальном времени, ее немного подогнали под современные стандарты и избавили от архаизмов тех лет. Также нас ждут небольшие изменения в игровом процессе и всего остального по мелочи. Но графон, конечно, чутка подтянули. Действие происходит в Токио начала 20 века, а главный герой — детектив по имени Райдо Кудзуноха XIV. В свое время игра звезд с неба не хватало, однако рецензии тех лет преимущественно позитивные. База поклонников у тайтла есть и будет рада выходу. Игра как минимум неплохая входная точка для знакомства с серией Devil Summoner во вселенной Megami Tensei. Выход 19 июня, русского языка, увы, нет, довольно странно, учитывая, что последние свои игры Atlus переводили. Долгострой System Shock 2, ремастер на 25-ю годовщину. Это ремастер отца всех современных иммерсивных симов. В представлении не нуждается. В переиздании ожидаемо завезут обновленную графику, множество качественных улучшений под современные реалии, поддержку геймпадов, кроссплатформенный мультиплеер, поддержку ультрашироких разрешений и частоту кадров вплоть до 144, ачивки, моды и тому подобное. Выходит 26 июня, русской локализации не завезли, но ничего страшного, модами поправят этот недостаток на ПК. Но лично мне придется пропустить ремастер System Shock по одной банальной причине. В этот же день выходит Death Stranding 2, самый громкий релиз этого месяца. И самый ожидаемый для меня. Первую часть люблю безумно, игра хоть и не сразу, но обрела внушительную базу поклонников, которые теперь считают дни до выхода вместе со мной, зная, что они получат уникальное атмосферное приключение минимум на 60 часов. Вторая часть банально больше, лучше, продуманнее во всех отношениях. Хотя, опять же, Death Stranding не для всех. Если первая часть не понравилась, маловероятно, что вторая изменит это мнение. Подробнее я рассказывал о ней в своем большом превью, ссылка будет вверху. Выход 26 июня, но для тех, кто купит расширенное издание, 24. Русская локализация полная, включая озвучку. Только на PlayStation 5, через условных полгодика-годик будет и на ПК. Ну и напоследок подарок консольным игрокам. Against the Storm вышла в конце 2023 года на ПК. В Steam у нее 95% положительных обзоров и любовь игроков. А уже 26 июня эта залипательная, уютная градостроительная стратегия в фэнтези-сеттинге заглянет на консоли. Обзоры на нее уже можно посмотреть в сети, и если Death Stranding и System Shock не для вас, возможно, в этой ламповой стратегии вы найдете альтернативу. Русский язык присутствует на ПК, по идее, и на консолях должен быть.
Ну, на этом на сегодня все. Спасибо огромное, что смотрели. Если ролик понравился, вы знаете, что делать. Также поддержите меня во всяких телеграммах, если есть желание. Ссылки будут под видео. Пишите в комментариях, какую игру ждете лично вы. Будет интересно почитать и пообщаться. Ну а вы на канале Платоси. С вами был Сережа. Пока.